В резонансном деле Рубика Акопяна, расстрелявшего автомобиль из-за обгона, появляются новые детали. Как известно, вину свою он полностью отрицает, и общественность обеспокоена, что он сумеет уйти от ответственности. В Ростове-на-Дону тем временем разгорелся конфликт между местными водителями такси и мигрантами. Пришлые ведут себя агрессивно, завышают цены и изгоняют местных таксистов, прикрываясь тем, что считают территорию вокзала своей. Обо всем этом мы и расскажем в этом выпуске. В Марксе Саратовской области произошла трагедия, способная потрясти даже самых невозмутимых. В День матери, 24 ноября, 32-летнего Михаила Кутузова, добродушного человека и будущего отца, лишили жизни в его собственном автомобиле. Это событие стало не просто локальной драмой, но и причиной возмущения, охватившего людей по всей стране. Началось все как обычный дорожный конфликт. Перекресток улицы Победы стал ареной для словесной перепалки между водителем Оки Михаилом Кутузовым и владельцем Toyota Land Cruiser Рубиком Акопяном. Для одного это был всего лишь дорожный конфликт, а для другого – повод схватиться за оружие. В какой-то момент шофер внедорожника достал пистолет и несколько раз выстрелил в малолитражку. Сухо констатирует хроника происшествия. Результат этой вспышки ярости – одна жизнь прервалась, другая изувечена. Михаил погиб на месте, а его пассажир, 48-летний Алексей Соколовский, с 3 ранениями был доставлен в больницу. Горожане до сих пор не могут осознать, как подобный дорожный конфликт мог привести к такому. Он был автомехаником, семьянином, человеком, который помогал всем на дороге, даже незнакомцам, рассказывают друзья. Михаил воспитывал 8-летнего сына и ждал рождения дочери. Имя для малышки уже было выбрано, но сам ее он так и не увидит. В январе должна родиться долгожданная дочка, но Миша ее не встретит из роддома, мечты о дочке оборвались, горестно говорит старший брат Иван. На прощании с Михаилом собрались десятки людей, родственники, друзья и просто сочувствующие. Вдова, гладя округлившийся живот, стояла словно в тумане. Она знала, что назовет дочь так, как этого хотел Михаил. Эта трогательная деталь лишь добавляет драматизма происходящему. Происшествие в центре Маркса вызвало волну гнева. Как можно из-за того, что не поделили дорогу, выпустить половину обоймы в человека? Это дикость какая-то, возмущается местный житель. Глава Марксовского района Дмитрий Романов попытался разрядить обстановку. Я скорее отношу этот инцидент к бытовому конфликту. Не стоит искать слишком глубокие причины произошедшего. Для всего города это шокирующее событие в и без того непростое время. Слова о бытовом конфликте звучат неубедительно на фоне того, что жители города называют это демонстрацией полного пренебрежения к человеческой жизни. По словам очевидцев, агрессор ведет себя вызывающе и нагло, словно полностью уверен в своей безнаказанности. Семья Михаила получила финансовую и моральную поддержку. Однако горожане хотят видеть не только символические жесты, но и реальные действия. Они требуют справедливого расследования. Вопрос о том, как человек с пистолетом может считать себя выше закона, остается открытым. В деле Рубика Акопяна много странных подробностей. В марте 2016 года его оштрафовали за нарушение миграционного законодательства. Он проживал в Люберцах, но не регистрировал место жительства в полиции. Ему грозило выдворение из страны, но наличие близких родственников, россиян, сыграло ему на руку. С 2017 года Рубик Акопян официально стал гражданином России. Он работал в московской компании, которая ныне проходит процедуру банкротства. Далее он становится управляющим станцией технического обслуживания у индивидуального предпринимателя, занимающегося ремонтом автомобилей. В 2021 году у Рубика Акопяна произошел карьерный взлет, он стал начальником отдела рекламы в еще одном акционерном обществе. С прошлого года он постоянно брал кредиты у микрофинансовых организаций в различных городах. При этом мужчина якобы является владельцем представительной иномарки Toyota Land Cruiser выпуска 2011 года. Однако здесь возникают странности. В базах данных страховых компаний владелицей автомобиля оказывается Лира Еремян, индивидуальный предприниматель, занимающийся оптовой торговлей сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами. Стоит отметить, что на фото, распространяемых средствами массовой информации,
На машине номер отличается от зарегистрированного в системе ГИБДД, как выяснили журналисты. Путаница маловероятна, так как у машин одинаковый ВИН-номер. Следствию предстоит немало работы. Прежде всего, следует выяснить, что именно стало причиной дорожного конфликта и расстрела людей. Очевидцы утверждают, что «Ока», в которой находились Кутузов и Соколовский, действительно подрезала автомобиль «Тойота». Не исключено, что Акопян взялся за оружие и открыл стрельбу именно по этой причине. Несмотря на обилие доказательств, в том числе и записей с камер видеонаблюдения, подследственный утверждает, что он невиновен. Перенесемся в Ростов-на-Дону. Тут зафиксирован очередной случай притеснения коренного населения России со стороны приезжих водителей такси. На железнодорожном вокзале российские водители пытаются разоблачить банду таксистов-мигрантов. Эти мужчины ведут себя агрессивно, завышают цены и изгоняют местных таксистов, прикрываясь тем, что считают территорию вокзала своей, и другим здесь работать запрещено. Тем, кто осмеливается забрать пассажира на вокзале, угрожают расправой, заявляя, что работают от людей, намекая на поддержку сверху. Мужчина, который снял видео и выложил его в интернет, объясняет собеседникам за кадром, что имеет такие же права работать на этой территории. Он также упоминает о предыдущем конфликте с таксистом-мигрантом, когда был вынужден применить физическую силу из-за наглого поведения. В ответ один из мигрантов заявил: «Ты нашему дал по лицу, да ты бы оттуда живым не ушел». Заявление явно серьезное. Судя по всему, в этот раз до рукопашного боя не дошло. Видео не зафиксировало таких действий, как и реакции правоохранительных органов. Совсем другая реакция была со стороны силовиков в Новосибирске, когда российские водители пожаловались на мигрантов, оккупировавших территорию аэропорта Толмачева и угрожавших насилием. На стоянку такси прибыли не только полицейские, но и представители миграционной службы и военкомата. У агрессивных приезжих не оказалось документов о трудоустройстве и воинском учете. Опечатано более 15 машин, которые были брошены на парковке после того, как их владельцы уехали домой. Позже силовики снова посетили Толмачева. Из 28 проверенных таксистов-мигрантов 18 сразу отправили в военкоматы. Еще жестче боролись с нелегальными таксистами-мигрантами в Приморском крае. На это потребовалось несколько лет. Межэтническая преступная группа орудовала на территории международного аэропорта Владивосток имени Арсеньева и находящихся рядом с ним территориях. Мужчины вымогали деньги у водителей за возможность работать или забирали их пассажиров. Обвиняемые угрожали водителям применением насилия и уничтожением их имущества, сообщали в прокуратуре региона. В отношении 4 участников ОПГ возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство с применением насилия организованной группой». Всех подозреваемых арестовали. В августе дело передали в суд. Приговор пока не вынесен. В соответствии с санкциями статьи, мигрантам может грозить до 7 лет лишения свободы. Чем закончится история в Ростове, пока непонятно. Тем временем стало известно, что в Петербурге задержан водитель-мигрант, напавший на семью с ребенком в машине. Напомним, уроженец Таджикистана в ходе дорожного конфликта напал на семью с годовалым ребенком в салоне машины, угрожая им. Инцидент произошел в минувшую субботу в Санкт-Петербурге, сейчас агрессивного водителя задержали. Ранее видео, снятое пострадавшей стороной на шоссейной улице в Янино, было размещено в сети и вызвало резкий общественный резонанс. Причиной дорожного конфликта, по словам обратившегося в полицию водителя Хавал, стало то, что бородатый водитель «Мерседес» дважды подрезал его на дороге. Как видно на кадрах, водитель немца остановил машину, подбежал к авто оппонентов и несколько раз пнул по нему. Его не смутило даже присутствие в салоне маленького ребенка, которого такая выходка, естественно, напугала. При этом мигрант обильно использовал нецензурные слова. Уже после публикации кадров стало известно, что в сентябре в Янино произошла похожая история с агрессивным водителем, обидевшимся, что его не пропустили. По данным петербургской полиции, водитель «Мерседес» задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении него составлен административный протокол о хулиганстве. Кроме того, правоохранители направили в суд ходатайство об аресте злоумышленника. А что по поводу всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Оставляйте комментарии, чтобы поделиться своими мыслями и обсудить новости с другими зрителями. Мы очень ценим ваше мнение и всегда рады обратной связи.
Присоединяйтесь к нашему сообществу и будьте в курсе всех новостей и обновлений на канале. Всем добра! Всем пока!